Таши-Делек. Честно, друзья, не могу разговаривать, у меня слезы на глазах. Такое состояние. Наверное, денежку положу им туда для донатов. Ящик. Я такой суп мог бы съесть сегодня утром, когда я был голодный совсем. Так выглядит карточка метро Делийского. Называю я это мистический мост. Переход от Дели к Тибету. Вот люди уже перешли куда-то, видите? Вот мы подошли с вами к станции метро. И сейчас поедем в тибетскую колонию Маджнукатилла. Называется район. Вообще район называется New Aruna Nagar Colony. Там, где тибетцы живут. Я скучаю по этому месту. Просто я по нему соскучился. Я хочу туда сходить. Как всегда, тут есть вот такое кафе, где можно купить поесть. И, собственно, вот в таком кафе я сегодня ел очень вкусный сэндвич с паниром. Панир тика сэндвич всего за 60 рупий всего. Вот в таком вот, точно в такой же кафешке. Сегодня утром. А здесь такого нету. Видите, уже съели. Все панир тика сэндвичи все съели. Зато здесь есть чай и кофе. Такое есть приложение. Дели метро называется. Там очень легко построить маршрут. Он подсказывает, с какой платформы вам надо ехать, по какой линии, где пересесть. Ну, задаете начальную станцию и конечную. Очень удобно. Я вот сейчас скачал, и вот мне вроде как на эту платформу надо проехать несколько станций до остановки Видан-Сабха. Сюда нам, на желтую линию. На желтую линию. И там уже так ехать довольно долго. Вот она, станция метро, которая нам нужна, чтобы добраться до тибетской колонии. Называется станция Видан-Сабха. Отсюда где-то пару километров, наверное, еще. И на улице льет дождь, конкретно проливной дождь. Фу. Духота невозможна. Это. Ача. Называю я это мистический мост. Переход от Дели к Тибету. От Олд Дели. Здесь такой конкретно трэшовый райончик вокруг этой тибетской колонии. Но когда вы переходите вот по этому мосту, туда, в New Aruna Nagar, там совсем другой мир. Вот здесь уже тибетцы ходят. Этот мистический мост. Переходной портал. Переходный портал из индуизма в буддизм. Фу. Вот люди уже перешли куда-то, видите? Ну что, привет, тибетская колония, Таши-Делек. Таши-Делек! Новое приветствие у нас, друзья. У нас есть Сайрам, Хариом, Намасте, Намаскар, Хари Кришна, Раде-Раде, Харибол. И вот теперь у нас будет еще тибетское приветствие. Таши-Делек. Таши-Делек, друзья. Вот, я еще не зашел туда, я еще в Индии. Сейчас надо пройти через портал. Друзья, ищем с вами портал. Портал находится чуть дальше от моста. Портал в Тибет. Вот здесь можно пройти в портал. Да. О, фу. Все, здесь другой мир уже. Узкие, темные улочки тибетской колонии. И здесь прохладно. Я чувствую, что здесь гораздо прохладнее, чем там снаружи.
Тибет, который в настоящее время оккупирован Китаем, посылает сюда своим преданным свою прохладу. И вот, друзья, я выхожу в тибетскую колонию. Ура! Вот водичка есть, можно попить воды. Да. Маленькое кафе на пару столиков. Да, вот она, друзья. Тибетская колония, которую все называют Маджну Катила, хотя на самом деле это не так. Я хочу куплю соды здесь, попью. Что тут у них есть? О, видите, какое кафе? Пить хочу, жутко. Жарко сегодня, душно. Еще и дождь прошел. Сейчас после дождя будет еще душнее. Влажность будет 200%, хотя такого не бывает. Я просто купил там бутылку газировки, сода без сахара, и посидел там, попил ее. Ну и как бы мне стало хорошо, так она холодная, я расслабился. А вообще я хочу найти магазинчик, кафешку, где будет кондиционер желательно, и поесть там тибетский суп тукпа. Тибетский, непальский он, собственно. Очень хочу суп тукпа, соскучился, не ел уже, наверное, 3,5 года не ел. Как хорошо, что я приехал в Дели. Благодаря Рокси я приехал в Дели, друзья. И вот эта центральная площадь. И храм открыт. Оба храма открыты, друзья. Я так хотел попасть в этот храм тибетский. Мне очень нравятся тибетские вибрации. Давайте пройдем в храм. Посижу, помедитирую там минут 10. Ой, хорошо. Вот, красиво здесь очень. Видите как. Tashidilek. Can I take picture? Thank you. Tashidilek. Честно, друзья, не могу разговаривать, у меня слезы на глазах. Такое состояние. Посижу. Ну, здесь пока службы нету. В Dharamsala не получилось в этом году съездить, но хотя бы вот побывал здесь, в тибетском храме. В одном, и сейчас во второй схожу тоже. Здесь, на этой площади. Там он лама сидит. Видите, там есть вон лама в очках. За барабаном. Ой, классно, классно, как классно. Мне нравятся тибетские вибрации вот эти. Буддийские. В индуистском храме такого не было. Чтобы на слезу пробило. Может, пиво подействовало, но пиво я уже час назад выпил. Маленькую бутылочку слабого, самого слабого пива. Пойду в другой храм теперь, который рядом, через стенку, можно сказать. Да. Наверное, денежку положу им туда немножко, вот, для донатов, ящик. Вот она, эта тема. How much one plate? With crunchy 60, normal 50. 60. Сейчас закажу. Thank you. Вот, друзья, 60 рупий. Мои завертончики. Вот такие. Вкусно! Супер! Буду есть сейчас. Надо вилочку взять, вот такую. Вилочку. Да. Теперь можно есть. В этом храме как раз служба была.
Я там посидел, помедитировал. Мне дали, ну как и всем, собственно, по маленькой бутылочке Кока-Колы. Ну типа просад буддийский. И пачечку лапши маги. Ну и там что кому достанется, вот так, с алтаря. И я оставил там тоже 100 рупий донейшн небольшой, и здесь 100 рупий оставил. Пусть будет. Им на развитие немножко. Ну там индийцы обычно по десяточке оставляют. По 10 рупий в храм. Тоже нормально. Кто-то монетки кидает в прорезь. Кто сколько может. И, друзья, мы идем по узким, темным, прохладным улицам этой тибетской деревни. Здесь тибетская прохлада. Тибет присылает сюда прохладу. Вот реально заходишь сюда, вот на эту улицу, и здесь намного прохладнее, чем просто вот на больших местах. Там же вот на площади, где храм, там жарче, потому что там открытое место. Вот здесь, скорее всего, есть кондиционеры, можно здесь поесть суп тукпа, который я хочу поесть. Но еще во мне до сих пор этот лафин называется. Да, лафин. Привет, собака. Собачка, красавица. Тибетская собачка. Она, правда, индийская, она же в Индии живет. Да, лафин, вот это блюдо, завертончики эти с соевым белком, называется лафин. Ну, наверное, в Тибете они делаются с мясом, но здесь они делают для индийцев, для индусов, собственно. Здесь много индусов, индуистов. Они очень любят этот лафин покупать. 60 рупий стоит. Есть за 50 и за 60. Есть вот за 60 они добавляют туда вот эти чипсы. Ну, как лапшу вот эту маги добавляют, сухую. Мне, ну, как бы нормально, но мне лучше без этой лапши было бы. На самом деле, за 50. Она хрустит на зубах, эта лапша, зачем она там нужна, непонятно. Это уже не тибетская тема, это китайская какая-то тема с лапшой. Этой сухой в качестве чипсов. Вот это главная улица, собственно, вот этого места. Да? Здесь можно покупать всякие вещи. Тибетскую еду какую-то. Вот этот твердый сыр продают часто. Не знаю, что с ним делать, наверное, как-то размачивать надо, потому что он как камень, этот сыр. Здесь можно останавливаться, здесь хорошие гостиницы. Они чистенькие. По ценам такие же, как и в других местах, собственно. Вот тоже какое-то кафе такое. Уже современное. Видите, вот такие места здесь. Можно посмотреть меню, тибю, момо. Так, нам что нас интересует? Тукпа. Тукпа я не вижу. Я вижу момо и всякие разные типа кофе, капучино. Не хочу. Девчонки красивые стоят. Тибетские. Или непальские. Очень много непальцев здесь живет вместе с тибетцами. На самом деле. Вот гостиница какая-то. Здесь очень много гостиниц. Сюда можно приезжать и здесь жить. Некоторые люди, туристы, предпочитают приезжать и жить здесь. Ну, считают, что здесь почище, как бы фикс прайс, не надо торговаться, как с индусами. То есть нормальные цены на гостиницы. Вот, видите? Тут турагентство. Опять же, можно здесь купить билеты. Вы можете здесь купить билеты на автобус до Дарамсалы и уехать прямо отсюда в Дарамсалу. Отсюда ходят автобусы. Вот. Ночные в основном автобусы. То есть покупаете днем билетик здесь. И вам говорят, в какое место прийти. Обычно часов в 8 вечера. Они отправляются в Дарамсалу именно вот с этого места. Ну, то есть, естественно, не внутри здесь негде автобусом останавливаться. А за пределы выходите этой деревни, там есть стоянки. Вам скажут где. И едете в Дарамсалу. Вот, собственно, отсюда мы и уезжали с Мэри в Дарамсалу 3 года назад. Здесь хорошая одежда продается. Хорошие футболки. Хорошие джинсы вот продаются. Можно, ну, индийцы приезжают сюда за товарами. Вот, можно покупать эти шортики. Футболочки мягкие такие, хорошие. Джинсы.
Какие-то курточки вот такие вот. Вот. Поворот, а там уже Индия. Вот так вот, если туда 10 метров и Индия. Вот в этом кафе я был, ел, очень вкусно. Здесь, я не знаю, кондиционер есть? Сейчас посмотрим, как атмосфера. Там, не знаю, мне хочется с кондиционером, я уже задыхаюсь тут с этой влажностью. Вот мамо едят тут в кафе. Ну а здесь вот рынок просто слева, видите, я иду здесь вот. Просто рынок обычный, как китайская одежда, хотя везде там эти таблички Free Tibet, а на самом деле куча китайской одежды. Ну, жить надо как-то. Ну, она довольно длинная, эта улица, да, вот я иду, уже сколько. Есть вот магазины техники, пожалуйста. Все современное, телефоны. Nokia 3310. Вот, мокрое все, влажно. Мне уже захотелось домой, но я буду все равно гулять, потому что я же в Индию приехал. Мои последние дни в этой Индии. Хорошо. Вот какое-то кафе. Наверное, здесь тоже есть тукпа. Кондиционер есть. Во, вот здесь я поем тукпу. Но потом, на обратном пути. Называется Большое яблоко. Вот, видите? Называется Большое яблоко. Вот здесь я пойду в Большое яблоко чуть позже. Потому что тот лафинг, вот этот завертонный, еще до сих пор во мне. Сегодня день объедения у меня. Ну как, я хочу и то попробовать, и то соскучился. А capacity, то есть вместимость моего желудка не бесконечная. Capacity is not unlimited. My capacity is limited. Да. О, видите, и сюда дошло вот это. Картошка. Картошка спиральная. Вот. Такая популярная штука. Вот я и дошел до самого-самого конца этой улицы. Здесь, смотрите, какой бизнес-центр какой-то, да, вот смотрите, огромный телевизор висит. Улица заканчивается, дальше нет, их территория здесь заканчивается, здесь есть парк. Ну, пойдемте зайдем в парк. Где там, наверное, сейчас после дождя не очень. Вот, и калитка. Эта калитка уже наружу в Индию, собственно. А здесь парк. Здесь много тибетских флажков, которые развешаны по деревьям. Вот. Вот видите? А там, hello, а там, дальше за парком, там уже река Ямуна. Друзья, я пришел к Ямуне. Уехал от Ямуны из Вриндавана и пришел к Ямуне. Вот она здесь. Теоретически, если бы у меня была моторная лодка и запас бензина, я бы мог сесть здесь, в эту лодку, и доплыть обратно до Вриндавана, наверное, за несколько часов. Без пробок. Белки здесь бегают, пальмовые, которых все туристы называют бурундуки. Вон они. Это не бурундук, это пальмовая белка. Вот такой здесь парк. Приятный парк. В хорошее время года здесь хорошо. Сейчас здесь влажно очень. Душно. Ну, что поделаешь, сезон дождей. Вот он все-таки начался. А здесь вот так, понимаете, здесь нет такого, чтобы вот постоянно было пасмурно, дожди шли. Здесь еще хуже. Когда постоянно пасмурно и периодически дожди, тогда не так жарко. А когда проходит дождь и потом выходит солнце, начинает жарить после этого дождя, вот тогда жесть начинается. Вот отсюда мы уезжали, друзья. Вот, на выходе из деревни, вот здесь, видите, вот этот мост, ну, автострада, вон она там. И вот здесь отходил, вот от этого места где-то отходил автобус в Dharamsal.
Там покупаешь билет в турагентстве и сюда приходишь. Очень легко уехать отсюда в Dharamsala. Собственно, тут очень много тибетских монахов приезжают сюда, останавливаются на день-два здесь и едут в Dharamsalu к Далай-ламе. Вот я снова зашел в деревню, обратно на эту улицу. И мы пойдем сейчас с вами в кафе, где кондиционер, и я закажу суп тукпа. Тукпа. Но только это должно быть кафе с кондиционером. Где я видел? Где золотое яблоко это там? Сейчас посмотрим. Там я увидел на стене кондиционер. Вон чистильщик ушей мне предлагает почистить мои уши. У него, наверное, глаз-рентген. Он видит, что у меня грязные уши. Что-то я начал кашлять. Может, после метро там было холодно очень. Не дай бог еще заболеть перед отъездом. Что-то как-то не хочется. В метро было холодно прямо, так ледяным ветром из кондиционера дуло. Кондиционер хорошо, но когда в меру, все должно быть в меру. Вот, большое яблоко, Big Apple. Ага. Я здесь. Да, здесь хорошие кафешки. Вот эти. Все в основном здесь хорошие кафе на этой улице. Я вот это выбрал только потому, что здесь есть кондиционер. И он вот работает вот так, как надо, знаете, не холодно. И в то же время подсушивает воздух. Очень комфортно. Ничего себе, друзья, вот это суп. Как съесть такой суп? Я такой суп мог бы съесть сегодня утром, когда я был голодный совсем. Но сейчас, вот посмотрите, по сравнению с телефоном, да? По сравнению с телефоном, размер этой тарелки. Вот где надо. Вот где надо есть. В тибетской деревне, друзья. Берем ложку и пробуем. Это вегетарианский суп тукпа. Еще есть тентук. Тукпа, видите, лапша здесь круглая, а тентук там лапша плоская, собственного изготовления. А там остальное то же самое. Ты посидел в кафе, поел, отошел немножко от жары, там вот под кондиционером. Ну и здесь уже закат скоро, и уже не так жарко, просто очень-очень влажно. Как мне обратно поехать? Отсюда очень далеко, это на другом конце Дели. Это север Дели, вот где мы сейчас. А мой отель на юге Дели. На юге Дели около... Так, давайте выйдем и рикшу будем ловить. Туда до метро уже. Поеду снова на метро, я же купил карточку метро. Сейчас вам покажу. Я этих карточек уже столько поперепокупал за все время. И постоянно их теряю где-то. А на них, однако, деньги там лежат. Вот так выглядит, друзья, карточка метро делийского. Очень удобно, по ней скидки. И самое главное, вам не нужно стоять в очереди за жетончиком. Когда много людей, такое время, час пик, надо еще там 20 минут простоять, чтобы жетончик купить. Если у вас нет карточки. А так карточку купил, 50 рупий она стоит. А все, что остальное у вас, то вы кладете себе на проезд уже. У меня сейчас там 300 рупий и 50 рупий. Ой, no problem. И 50 рупий. Тук-тук. Тук-тук. А она стоит 100 рупасов, она стоит, сама карта. То есть это безвозвратные деньги. Вы отдаете за нее 100 рупий. 50 рупий вы тоже отдаете, но это можете ее потом сдать. Вот я сейчас поезжу и могу ее отдать обратно, и мне вернут 100 рупий. Ой, вернее, 50 рупий. Мне вернут. Вот, 100 это безвозвратно, и все остальное, все, что вы туда кладете, идет на проезд. Вот такая система. Но она очень удобна, эта карточка. С ней путешествовать по Дели отлично. Экономится много времени и немного денег. Это я уже в нашем районе, еду на рикше обратно в гостиницу. Можно было пешком пройти, здесь 1,5 километра, но решил на рикше проехаться, устал.
Вы очень быстро устаете в этот сезон, в эту погоду, когда душно и жарко. Когда прохладно и сухо, я могу бродить по Индии, гулять пешком почти бесконечно. Вот пока мы едем домой к Рокси, я хочу вам сказать, друзья, что обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и телеграм-чат, есть группа тоже у нас. Все ссылки вы найдете в описании, чтобы быть на связи, даже когда YouTube окончательно заблокируют в России. Те, кто не в РФ, тем повезло, у них YouTube не заблокирует. Видите, везде индийские флажки продают. Это завтра будет большой праздник в Индии, День независимости. Роксичка, она звезда. Сейчас парень принес мне еду. Вот, видите, это овощи. Сабджи, микс ведж называется. И Рокси пошла есть. Рокси, это не тебе. Это мне, ты не будешь есть овощи. Еще, наверное, еще и острые. И лепешки я заказал, вот, 2. Так сейчас парень увидел кошку. Ой, какая кошка. Рокси вышла из комнаты, а там индийцы, ребята, молодые, на лестнице. Увидели ее, давай с ней фототься. Она звезда, девушка, там очень красивая индийская девушка. Ее взяла, давай фототься. Она ж чуть не прыгает от радости, эта девушка. Я без камеры вышел. Пошли наверх, там их друзья все, они там на крыше. Но там на крыше уже Рокси не очень понравилось, потому что там самолеты летают прямо над нами. Это отель около аэропорта. И она такая испугалась, и мы уже потом пошли домой. Рокси. Она не любит громкие звуки. Так нормально на руках, там, если ее целуют, обнимают люди какие-то хорошие. Рокси, что такое? Что ты там ищешь? Там нет ничего. Там какая-то другая комната. И закрыта шкафом эта комната. Здесь шкаф. Некоторые зрители пишут, зачем, мол, вы кошку забрали из Турции, она бы сейчас жила себе в Турции, на улице там, с другими бездомными кошками. Ей было бы хорошо. Я не думаю, что ей было бы хорошо там, на улице в Турции. Это такое преданное существо. Вот я сажусь делать видео на компьютере, и она всегда здесь, она всегда рядом со мной. Я сегодня очень устал, ходил, снимал видео в Дели, посетил свои некоторые любимые места, которые мне действительно дороги в этом городе. Много очень мест, которые мне нравятся. Я всегда рад туда возвращаться. Очень устал, пришел, по жаре ходил там. Весь день практически. Так я пришел, лег спать. И она со мной в обнимку спала. Ну, не где-то там, пришла ко мне. Вот сюда головой я спал, видите? Вот так лежал, ее обнимал. И мы спали с ней вместе. Она всегда там, где я. Вот я сейчас опять сяду делать ролик за компьютер. Она придет, сядет, вот не прямо, не на коленях у меня нет. Она очень такая деликатная. Но она сядет рядом. Вот сюда на стуле сядет. Будет на стульях сидеть и смотреть, как я работаю. Это такой друг. Вот действительно, мы с ней вместе 2,5 года уже с этой кошкой. 2,5 года. Мы не расставались больше, чем на сутки. Я ездил к друзьям в другой город, там в Турции, на машине. Да, малыш, иди на кровать. На кровати ей хорошо. Кровать чистая, большая, белые простыни. Здесь хорошо, в отеле в этом. Здесь есть такие небольшие косячки, знаете, вот, но терпимо. Кондишка работает, пульта нет, включать, выключать ее вот только вот здесь. Холодно становится, выключу. Все. Вот такая система. Ну а так, нормально, отлично. И самое главное, хорошие люди здесь работают в этом отеле, очень приветливые. И есть кухонька, вот, пожалуйста. Овощи мне принесли, сделали. Минут 15 назад заказал. Все сделали, принесли, все хорошо. Вот. Да, Рокси? Рокси, скоро снова будем спать.